Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я подготовила приятный сюрприз для любителей свободной, непринужденной и стильной одежды. Вот такой джемпер из пушистой пряжи альпаки. Это из иностранного журнала взята моделечка. Я так понимаю, вот это дизайнер этой модельки. Очень мне понравилась эта моделечка. Решила сделать полноценный мастер-класс на русском языке. Мы будем сегодня в нашем мастер-классе составлять описание для вязания этой модели на следующие размеры с 44 по 52 размер. У нас будет вставляться описание. В мастер-класс, который я его называю экспресс-мастер-класс, то есть он ускоренный, краткий, в котором я только нюансы, только основные моменты мы осматриваем с вами. Весь вязательный процесс ложится на ваши плечи. У нас с вами выбор пряжи, расчет, вязание образца и все расчеты касаемо узоров, расположения узоров. То есть все вот эти моменты теоретические. Перед тем, как вязать, каждый из нас берет в руки листочек бумажки и ручку, да, и машинку счетную, и начинаются расчеты. Без этого ни одно изделие нормально не свяжется. И вот именно этим сегодня мы с вами и займемся. Итак, выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания я выбрала пряжу Ультра Кашемир от фирмы Гималая. 75% акрил, 25% альпака. Рекомендуемые спицы, видите, 5, но я вяжу 4. И вот так получается, я довольно свободно вяжу, вот так получается у нас образец. Очень хороший расход пряжи. Смотрите, 50 граммов, 175 метров. Это турецкая пряжа высокого качества. Смотрите, она очень пушистая, очень. Приближаю вам, да, как прям пух. И полотно получается великолепно смотрится. Я связала здесь вам узорчик, 2 раппорта у нас. И это смотрится очень красиво. И тем более узорчик довольно простой, девочки. Приближаю вам. Сейчас мы посмотрим с вами схему. Вы сами в этом убедитесь. Узор несложный. И пряжа великолепная. Вот такая вот она у нас. И главный расход, смотрите, как классно можно ее, ну, как бы надолго, долгоиграющая, да. Обычно расход бывает 50 грамм, 160 метров, а тут 175. Я считаю, это прям экономично. Со схемой узора мне пришлось повозиться, скажу честно. Схемы узора не было. В описании был текстовый вариант. Сейчас эта схема перед вами, я ее просто нашла. Вначале хотела нарисовать сама, глядя на фотографию модели. Потом подумала, поищу. Узор не самый, так скажем, ну, замысловатый. Поищу, наверняка будет, да. Не стала лениться, засела за своим папочки. У меня много всяких узоров, копилочки собрано. Вот я нашла, представляете, мне повезло, я нашла вот эту схемочку. Раппорт узора 10 петель и высота раппорта 20 рядов. Как его вязать, мы сегодня с вами подробно образом разберем, свяжем, все будет хорошо. Узор несложный, условные обозначения очень простые. Черный квадратик у нас это лицевая петля, вот такой
это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и это зеркально с наклоном вправо, 2 вместе лицевой. Кружочек – это накид традиционно. Все, мои хорошие, больше здесь других условных обозначений нет. Очень простая схема. Итак, значит, у нас есть еще выкройка. Давайте тоже на нее взглянем. Вот выкройка. Кстати, вот такое у нас было описание, да, которое я не стала не переводить. Зачем мне это нужно, когда проще составить схему самой. Ну, мне повезло, и схема уже была найдена. Замечательно. Вот смотрите, вот такое было описание. В принципе, кто владеет этим языком, похоже, это английский, без проблем все это дело свяжет по описанию. Я вам показываю, девочки, англичанки наши. Так, ну а нас интересует с вами выкройка, да? Вот так выглядит у нас с вами выкройка, девочки. Обычный свободный крой, спущенный рукав, очень свободненько все. Спинка перед одинаково абсолютно вяжется, и рукав у нас тоже, видите, совсем элементарный скос небольшой. Вообще, я так смотрела на модель, казалось, что он вообще без скоса, как бы, да, идет просто прямой, прямоугольник, да. Ну, вот видите, все-таки дизайнер предусмотрел небольшой скосик. Так, что тут еще интересного по выкройке? Наверное, ничего, да, делайте скрин, кому надо. Сейчас я приближу вам, девочки. Вот, пожалуйста. Ну, в принципе, это все можно от руки нарисовать. Итак, девочки, для образца будем набирать с вами 23 петли. Вот у нас наш узор. Я связала целый раппорт. И тут у нас петли идут для симметрии. Если смотреть на схему узора, то 10 петель это раппорт узора в ширину. 3 петли у нас идут в самом начале вязания. И 8 петель идут в самом конце вязания. Вязать нужно именно так. То есть начинаем, вот, чтобы для симметрии было красиво. То есть с 3 петель набираем, начинаем. Затем вяжем, сколько нам нужно раппортов. Располагаю их последовательно друг за другом. И заканчивать нужно, как по схеме, вот этими 8 петельками. Понятно, да? Итак, вяжем узор первый ряд у нас. Начинаем с 3 петель перед раппортом. 3 лицевые. Затем мы будем вязать 10 петель лицевые. Это наш раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Связали раппорт узора. И за раппортом у нас еще 8 петель. Тоже лицевые. В этом ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочным мы вяжем изнаночной. Все четные ряды вяжем изнаночными петлями. Третий ряд. Также у нас идут с вами 3 лицевые перед раппортом. 1, 2, 3. Вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. Это был раппорт узора. Если вам нужно вязать дальше, вы повторяете один в один эти раппорты, сколько вам надо раз. За раппортами всегда для симметрии вы должны учесть эти 8 петель, которые мы сейчас свяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочные вяжем изнаночные. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Они у нас все изнаночные, в том числе и накиды. 5-й ряд у нас.
3 петли перед раппортом. Вяжем 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Теперь начинается вяжем раппорт. Делаем накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это был раппорт узора. За раппортом вяжем 8 петель. Накид, 3 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. 1, 2. Кромочные вяжем изнаночные. Связали. 6 ряд, все петли изнаночные. Вяжем 7 ряд. В 7 ряду начинается 3 петли перед раппортом. 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее начинаем вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. За раппортом 8 петель. Вяжем следующим образом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали 8 петель и кромочная у нас изнаночная. 9. Так, теперь 8 ряд мы вяжем изнаночные петли. 9 ряд вяжем. В 9 ряду 3 петли у нас, 3 петли первые, просто лицевые провязываем, 3 лицевые перед раппортом. Вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Снова 2 вместе лицевой, теперь только с наклоном влево. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И вы поняли, что 7 и 9 ряды это одно и то же вяжутся одинаково. За раппортом вяжем 8 петель следующим образом. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочные вяжем изнаночные. 10 ряд у нас все петли изнаночные. В 11 ряду мы вяжем все петли лицевые. Все. И все и добавочные, и в раппорте у нас лицевые петлики. В 12 ряду мы вяжем все петли изнаночные и встречаемся с вами в 13 ряду. Продолжаем. 13 ряд. Вяжем 3 петли перед раппортом. Следующим образом. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Начинаем вязать раппорт узора. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт узора связан. За раппортом вяжем 8 петель следующим образом. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Кромочная, изнаночная. Связали. 14 ряд у нас все петли изнаночные. Вяжем 15 ряд. 3 петли перед раппортом у нас. Вяжется следующим образом. 2 лицевые, накид. Вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3.
и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Это был раппорт узора на 10 петлях. За раппортом вяжем 8 петель следующим образом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые. Связали. Кромочная у нас изнаночная. Переворачиваем 16 ряд, вяжем все петли изнаночные. 17 ряд нашего узора. Вяжем 3 петли перед раппортом. Первая петля лицевая, вторая петля накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Теперь вяжем раппорт узора. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Раппорт узора связан. За раппортом повторяем 8 петелечек. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Кромочная у нас изнаночная. 18 ряд все петли вяжем изнаночные. 19 ряд вяжется так же, как 17. 1 по 1, девочки. Я вязать его не буду. И потом еще у вас идет изнаночный 20 ряд, который вы вяжете изнаночными петельками. И на этом раппорт узора связан и идет повтор с первого ряда. Сейчас наша задача связать. Сейчас наша задача с вами не связать, уже мы все связали, а сделать расчет плотности. Мы сделаем влажную тепловую обработку образца и расчет плотности у нас. Делаем влажную тепловую обработочку с помощью пара. Вытягиваем наш образец. Сейчас он очень влажный и податливый. Тянем его активненько. Еще раз. Еще. Что-то у меня пара мало. Так, тянем, тянем в ширину, в высоту. Все вытягиваем. Вытянули. А теперь вот таким образом в расправленном состоянии сохнет наш образец. Сейчас мы будем измерять с вами ширину образца. Итак, у нас с вами ширина вместе с кромочными. У нас все участвует, все петли, которые мы набирали. Так, очень важно здесь все точно померить. Итак, он должен быть действительно вытянут. Так, но не искусственно, а естественно вытянут. Так как будет он уже у нас на нас с вами сидеть в готовом изделии. Так, и давайте меряем. 15 сантиметров у меня получилось. 15 сантиметров. Никак не по-другому. 23 петли набирали, участвовал в образце. Делим на 15 сантиметров. Получаем плотность 1,53. Так и запишем. В 1 сантиметре 1,53 петли. Можно, конечно, написать 55 сразу, чтобы не мучиться. Теперь дальше идем. Измеряем нашу высоту образца. У меня 20 сантиметров ровно. И сколько рядов здесь сейчас связано. Поскольку я не довязала один раппорт,
То есть у меня не довязан 19-20 ряд, да? Я считаю следующим образом. У меня 38 рядов и 20 сантиметров. 38 делим на 20. Получаю 1,9. Плотность по вертикали в 1 сантиметре 1,9 ряда. Это плотность вертикальная. Это в моем случае так получилось. И довольно толстая спица, 4, и я свободно вяжу, и пряжа такая вся пушистенькая. Если вы возьмете более плотные спицы, то есть 3,5, то у вас будут другие показатели плотности. Я думала, что данный джемпер будет хорошо смотреться в свободной вязке. Вы видели, что он и на модели также очень свободно связан из толстой пряжи. Да? У нас пряжа не толстая, но очень пушистая. Сейчас мы с вами будем смотреть выкройку и делать расчеты. Так, у нас с вами вот такая выкройка. Это родная выкройка с этой моделечки. И нам здесь рекомендуют, значит, следующие моменты. Ширина спинки переда. То есть у нас спинка и перед вообще вяжутся по одной выкройке, абсолютно по одной, и даже вырезом горловины не отличаются, одинаково. Я предлагаю сделать 4-5 сантиметров глубину выреза. Скос рукава, скос плеча вы можете делать либо не делать, можно вообще просто прямоугольник связать, да, с вырезом. Все. Длину вы, девочки, сами для себя регулируете по своему вкусу, по своему росту. Я вам сейчас про ширину буду говорить в основном. 54 сантиметра это родная величина, которая у нас рекомендуется дизайнером, разработавшим данную модель. И это на маленький размер. 44-48 подойдет идеально. Набираем 83 петли. Сейчас расскажу, как будем распределять узоры. На второй размер 50-52 рекомендуется взять 60. У меня получилось 61 сантиметр, это 93 петли. Что входит, как мы располагаем узоры в этих петлях, да? Смотрите, это 8 раппортов по 10 петель. Вот наша схема. Но мы будем начинать с вами с 3 петель. То есть мы начинаем с вами 3 петли. Затем у нас идет с вами 7 раппортов полных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 10 петель. То есть это то, что у нас выделено красным. Это и есть раппорт 10 петель. И 8 петелечек у нас, как по схеме, завершает наше вязание. Да? Понятно? Плюс кромочная справа, кромочная слева. Вот так. Я показываю вам, девочки, как это располагается. Видите, да? 7 раппортов у нас целиком идут по центру. И, как я вам и говорила, и как мы и вязали с вами, 3 петли перед раппортом, 8 петель за раппортом у нас идут. Один раз прибавляется. Каждый раз у меня спрашивают, что после каждого раппорта вязать эти 8 петель. Боже мой, какая это чушь. Я же, даже по логике вещей понятно, да? Раппорты друг за другом. Что такое понятие раппорт? Это чередующийся, повторяющийся повтор. Переводится повтор. Повтор вот этих 10 петель. 10 петель связали, 10 петель связали, 10 петель связали и так далее. Следующий момент. На второй размер то же самое, только по центру у нас будет 8 раппортов по 10 петель. И такое же обрамление. 3 петли в начале, 8 в конце. Да? Все. С этим понятно. Теперь сколько сделаем на вырез горловины. Ширина выреза у нас будет с вами 20-21. Обычно бывает на разные размеры. Ну, это в петельном эквиваленте 31 петля и 33. Как считала, я 20 умножила на нашу плотность. 1,53. Помните, да? Вот мы с вами ее не случайно рассчитывали. В 1 сантиметре 1,53 петли. И получилось 31 петля. Для второго размера я сделала 21 сантиметр, побольше, может даже 22 сделать, в зависимости от вашего желания. И это будет 33 петли, девочки.
Дальше. Как закруглить? Часто бывает вопрос, как закруглить. У меня есть очень подробное видео. Я там свои рассказываю нюансы, как я всегда петельки распределяю. Ну, принцип всегда один. Закрываем средние петли и затем в каждом втором ряду симметрично закрываем петельки друг за другом, там, чередуя 3 петли, в следующем втором ряду 2 петли и так далее. Сколько у вас там получится по вашему желанию, да? Что касается рукавчика. Рукав у нас прямой, да? Я сделала 30 сантиметров внизу, 40 вверху. Вот, то есть здесь вот вы тоже для себя определите, где у вас будет здесь рукав, да, пройма, где у вас будет заканчиваться и начинаться пройма. Ну, приблизительно по нашим размерам, вы видели, у нас очень свободный крой, то есть я рекомендую 20-22 сантиметра взять, то есть на наши два размера соответственно, да. И, соответственно, здесь будет 40, если вы берете большой размер, в котором 44 сантиметра здесь будет, да. То есть сейчас я расскажу, как я считала петли. Смотрите, девочки, если мы берем 30 сантиметров внизу по рукавчику, то у нас с вами 30 мы умножаем на 1,56, это будет 46 петель. Но, сейчас я вам сразу скажу но. Дело в том, что рукав вяжется платочной вязкой. Возможно, у него будет другая плотность. Вы, пожалуйста, не поленитесь и свяжите образец с платочной вязкой. И проделайте эту манипуляцию с измерением плотности, расчетом еще раз. Но для клочочечка маленького, связанного вот именно платочной вязкой, это вам понадобится плотность, когда вы будете считать и вертикальную, то есть когда будете по вертикали делать свои расчеты, и по горизонтали. Там другая плотность. Но она, конечно, будет приблизительно по горизонтали такая же, как и у нашего узора. Я почему-то в этом не сомневаюсь. А вот по вертикали она всегда бывает более плотная. То есть не такая цифра будет, да, не такая, девочки. Там будет где-то, наверное, 2,2, вот так вот. Ну, это все зависит от пряжи, которую вы выбираете, и ваших спиц, которые вы выбираете. Но еще от индивидуальных особенностей, конечно. Кто-то очень плотненько петельки вяжет, прям туго-туго, аж они хрустят. Нет, нет, я вяжу свободно, поэтому у меня вот так. То есть все индивидуально, мои хорошие. Я вам показываю общий принцип расчета. Ссылочка под видео на мастер-класс по расчету есть и в данном видео, я ее в каждом видео прикладываю. Открываете вкладочку, и там все это будет перед вами. А так я вам, девочки, вот так расположила. Смотрите, у нас приблизительно половина начинается с платочной вязки, планочка небольшая. Сделайте 4 ряда платочной вязки, сразу вяжите узор. Вот. И приблизительно, предположим, если у вас длина будет 58 сантиметров вашего изделия, да, делим ее пополам условно, получается по 29 сантиметров, да, то есть 29 сантиметров узором вяжем и 29 сантиметров вяжем платочной вязкой. Вверх у нас платочная вязка. Рукав у нас тоже платочная вязка. И только ажур у нас идет вот здесь, в нижней части изделия, после планочки. Планочка есть обязательно. Вяжите ее 4 ряда платочной вязки приблизительно. Хотите, сделайте пошире, повыше. Это все от вас зависит, да. Там идет еще обвязочка резиночкой, выреза горловины, да. Обратите на это внимание. Здесь у нас у рукава нет никакой обвязки, сразу идет платочная вязка целиком. Как мы применяем вертикальную плотность, сейчас сразу вам скажу на примере узора нашего. Не платочной вязки, а узора. То же самое. Вот, предположим, у вас длина, давайте считать. То есть, если у нас от планки до плеча, условно говоря, 58 сантиметров, мы с вами что сделаем? 58 умножим на нашу плотность 1,9. Ну, даже нет, не так. У нас же с вами там платочная вязка идет, да? Поэтому 29 сантиметров у нас идет с вами узором. Вот 29 я умножаю на 1,9, и я знаю, что это будет 56 рядов вязаться.
узором. Смотрите. А у платочной вязки у вас будет свой показатель. То же самое проделаете. Сантиметры умножите на плотность по вертикали, которую вы посчитаете, получите ряды. Это очень легко не считать рядами, а считать именно рапортами. Смотрите, у нас в рапорте 20 рядов. 56 делим на 20. Получаем почти 3 рапорта, да, в высоту. То есть 2 целых рапорта и немножечко у вас там, я думаю, что надо 3 рапорта сделать. Но это на средний рост. Возможно, у вас будет небольшой рост, или у вас будет рост, наоборот, большой. То есть, может быть, вы тунику захотите связать, что-то удлиненное. Поэтому здесь все индивидуально. Я просто вам рассказываю, как это должно выглядеть. Красиво смотрится целый рапорт. Да? То есть, если мы возьмем 3 рапорта по 20 рядов, то 60 рядов. Грубо говоря, 60 рядов вяжете, чтобы это красиво смотрелось. И все остальное довязываете платочной вязкой. Платочная вязка, кто не знает, это все петли лицевые вяжутся и в лицевых рядах, и в изнаночных. Очень удобная и легкая вязка для начинающих в самый раз. Так, мои хорошие, все, что хотела, я вам рассказала. Еще раз показываю, как узор располагаем, кто, если подзабыл. Все. Я желаю удачи вам. Изделие несложное, очень пушистое, нежное, волнующее. И я думаю, что вы его без труда свяжете. Узор легкий. До новых встреч!